Пожалуйста, 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 не занимайтесь этой ерундой в спортзале. Вы там занимаетесь спортом, а не снимаете танцевальные видео на ТикТок. И послушайте, я за то, чтобы танцевать между сетами или на беговой дорожке. Мне нравится смотреть, как люди это делают. Я и сам так делаю. Но не стоит стоять прямо рядом с тренирующимся человеком только для того, чтобы отвлечь его и получить реакцию, чтобы снять его на видео и выложить в социальные сети ради лайков и внимания. Люди в спортзале – это не аксессуары для ваших социальных сетей. Отнеситесь к ним с большим уважением. Вам нужно быть лучше, не лезьте не в свое дело. Я почти уверен, что этот случай спланирован, потому что когда вы заходите на страницу этой особы, на разных видео не один и тот же парень. Я все еще думаю, что это нелепо, что она танцует эти свои маленькие танцы, но теперь, получив внимание, она продолжает это делать. Обычно эти манекены делают свои страницы приватными после того, как Джоу Свейл их разоблачает, но я думаю, что некоторые из них используют это как тактику, чтобы привлечь больше внимания и просмотров. Мне было так неловко. Наконец-то я добралась до своего подхода. Теперь я хочу, чтобы вы заметили, что наглядывается по сторонам. Убеждается, что никто не смотрит. И в руке у него телефон. Угу. И совсем чуточку. После того, как он пройдет, вы увидите, что он собирается поднять свою камеру вверх. Сделает быстрый щелчок пальцем скриншотика и тут же опустит его обратно. Разумеется, когда я не смотрела, потому что именно так поступают хищники и извращуги. Я так рада, что не видела, как ты это делаешь, потому что если бы я увидела, то оказалась бы в тюрьме, а ты в больнице, сучка. Вы бредите? Вы страдаете от психического расстройства. Это одно из худших видео, которые мне когда-либо приходилось видеть. Женщина абсолютно точно становится жертвами домогательств в спортзале, но вы не одна из них. Этот мужчина не фотографирует вас, что, похоже, понимают все в комментариях. И мужчины, и женщины. Все, кроме вас. По-моему, он слегка приподнимает телефон, чтобы использовать систему распознавания лиц для разблокировки. Не говоря уже о том, что его палец находится буквально над объективом камеры. И под таким углом он бы фотографировал землю, а не вас. Затем угрожаете этому человеку. Вы называете его хищником и сообщаете, где находится его спортзал? Серьезно? Этот спортзал Choose Fitness должен вышвырнуть вас вон. А этот человек, если возможно, должен выдвинуть против вас обвинение. Йоу-йоу! Ах, чертов. Делай, что делаешь. Гуляй себе. А я, конечно же, подожду со своим видео. Так много людей прислали мне это видео сегодня. И самое обидное, что это двукратный мистер Олимпия. А это значит, что он один из лучших в мире, кто делает это на сцене и в зале. Поздравляю этого молодого человека со всеми успехами. У вас невероятное телосложение, и вы завоевали один из величайших титулов. Но все это не дает вам права так обращаться с людьми или вести себя так, будто только потому, что вы снимаетесь в кино, вы владеете спортзалом. Здесь говорится об обновлении. Он извинился и понес ответственность. Он не показывал пальцем, никого не обвинял. Он просто заявил, что хочет стать лучше. И я уважаю это. Если честно, то я на это не куплюсь. Я думаю, он сожалеет, потому что его лечили. И, вероятно, не хочет портить репутацию и терять спонсоров. Можешь страхануть меня? Я просто рвусь. Да. Еще разок. Я пью предтренировочную еду, когда я тренируюсь. О, черт. Тут написано, что он потом все убрал, но мне плевать. По-моему, это просто пранк, и это не смешно. Посмотрите на этого парня, берущего номер у светофора. Тебе лучше иметь ламбу в Южной Флориде. Они любят тебя за деньги, но не за тебя, так что если ты когда-нибудь потеряешь их, они тоже уйдут. У меня есть OnlyFans. Я сейчас скажу тебе жесткую правду, так что не плачь. О боже, я знаю, к чему это приведет. Те мужчины, которых вы захотите, не захотят вас. Те мужчины, которые действительно знают себе цену и цену женщинам, ищут в них определенные черты характера. Они ищут добродетельную женщину. И OnlyFans отстранит тебя от огромного большинства таких мужчин. Я хожу в церковь, я читаю Библию. Это не имеет значения. Послушайте, я каждый день разговариваю с Богом, он знает, что я делаю.
А потом на OnlyFans ты такая: боженька, ну это просто титьки. Кейтлин, ты должна выключить камеру. Вы больше не сможете здесь снимать. Тогда почему вы изначально сказали, что все в порядке? Все было нормально, когда я сказала вам не снимать других людей, но вы проигнорировали это. Я получила жалобу от нескольких людей. Ваши подписчики звонили в зал, чтобы сообщить мне. Вот о чем я говорю, меня преследуют. Вот в чем дело. Это все потому, что я чертовски белая. Расисты, чертовы расисты. Дижу пари, если бы я была каким-нибудь богатым саудовским принцем, они бы не захотели меня выгнать. Эй, что ты делаешь? Разменяю ножки. Не неси чушь, я знаю, и ты знаешь, что ты делаешь. Я разменяю ножки. Ты осознаешь, что ты пример того, что с девушками что-то не так. Ты и есть живой пример этого. Ты про меня, что ли? Это чертовски неприемлемо, не приходи в мой зал, чтобы страдать этой херней. Давай, выложи эту хрень в онлайн, больше не делай это дерьмо в моем зале. Сначала я подумал, что мужчина не прав, а она, вероятно, невиновна, учитывая, что она одета прилично по сравнению с другими. Но когда я заглянул в ее инстаграм, у нее действительно есть ссылка на ее аккаунт OnlyFans. По сути, она снималась порно для OnlyFans и снимала людей на заднем плане, не желающих этого. Я проверил ее твиттер, и она хвасталась тем, что она стала вирусной. Это ясно показывает, как каждая девушка из спортзала теперь подхватывает эту тенденцию менталитета жертвы, чтобы получить несколько сочувственных просмотров и лайков, чтобы потом продавать свои аккаунты на OnlyFans. В конце концов, любая реклама – это хорошая реклама для них. Причина, по которой в наши дни так много женщин ведут себя подобным образом, заключается в том, что люди продолжают позволять этому быть. Общество испортилось во многих отношениях, и людям нужно быть более строгими, иначе они не понимают. А пока все эти женщины в социальных сетях жалуются на мужчин, которые пялятся на них в спортзале, называя каждого парня, который смотрит в их сторону, извращенцем, притворяются, что они одеваются так не ради мужского одобрения или мужского взгляда, хотя это явная ложь. Мужское одобрение и внимание – это то топливо, которое заставляет их жить. Позвольте мне показать вам пример. Эта девушка заходит в зал, одетая в обтягивающие леггинсы и мешковатый свитер. Свитер как бы прикрывает ее попу. А поскольку это свитер, то и верхняя часть тоже прикрыта, что делает ее общий вид довольно стандартным и не слишком сексуальным. А теперь посмотрите, что происходит, когда она видит чада, которого она хочет. Она становится совершенно другим человеком. Эта девушка буквально совершает брачный ритуал. И все равно женщины утверждают, что в такой одежде нет ничего сексуального. Но подождите, это становится еще лучше. После того, как она выставляет себя на показ, теперь она подходит к нему, демонстрируя нам, почему женщин нет в пикап-игры. Ей отказывают. Эти женщины специально пытаются привлечь к себе внимание мужчин, чтобы потом жаловаться на это. И это так жалко, что у женщин есть только один трюк – выставлять свое тело на показ перед мужчинами, чтобы привлечь их внимание. И поскольку на большинство парней это действует, они не знают, что делать, когда чат в них не заинтересован. В этом ролике как нельзя лучше показано, почему так много женщин могут легко получить удовольствие в спальне, не обязательно от мужчин. Женщина знает, что мужчина очень визуальный, и не потому, что мы жуткие, а просто потому, что так устроен наш мозг. Когда женщина надевает откровенную одежду, гипоталамус в нашем мозге начинает выделять гормоны, которые не только делают мужчин более сговорчивыми и желающими развлечений в спальне, но эти же гормоны фактически снижают вашу способность мыслить логически. Поэтому женщины используют эту слабость, чтобы заманивать мужчин. Я не виновен, пока не доказано обратное, тут не работает. И радость самосовершенствования обращается страхом ложных обвинений. Мужчины становятся осторожными, постоянно следят за своими действиями, чтобы они не были истолкованы как хищные взгляды. Ложное обвинение не только влияет на эмоциональное состояние мужчины, но и имеет далеко идущие последствия в личной и профессиональных сферах. В странном инциденте, где женщина, занимавшаяся в зале, обвинила слепого мужчину в том, что он извращенец, после того, как увидела, что он смотрит в ее сторону. Она сообщила о слепом парне, и сотрудник зала выгнал его, даже после того, как он показал карточку, удостоверяющую его слепоту. Надеемся, что изгнание этих лиц станет началом чего-то нового. Надеюсь, вам понравилось, и если да, то подпишитесь, и не забудьте нажать на колокольчик. И также, что не менее важно, берегите себя, друзья.